какая классная модель получилась у компании Modemil. Мне вообще очень-очень нравится. Ну что ж, настало время поставить данный локомотив на рельсы от компании Пика. Давайте буду разбирать вместе с вами сразу, чтобы вы все видели, весь процесс, так сказать, как это все происходит. Привет всем любителям-моделистам! Вы на канале Toy House, и сегодня у нас вышла наконец-таки долгожданная серия от компании Modemil, которая называется «Наши поезда». И сегодня у нас первый выпуск с электровозом VL60K. Посмотрим обязательно сначала журнал, да, посмотрим с вами модель и еще вдобавок ко всему попробуем все-таки поставить на рельсы в масштабе 1.87. Как это будет вообще все выглядеть. Итак, ссылку на официальную подписку я оставлю внизу в описании. Также я оставлю официальную ссылку на группу в ВК компании Modemil «Наши поезда». Так что заходите, подписывайтесь, следите за новостями. Итак, открываем, ребята, первый выпуск. Вот он как выглядит. Сказали, очень интересные будут здесь статьи в этом журнале. Мне интересно тираж. Тираж у нас получился 10 тысяч 25 экземпляров. Цена первого выпуска 1499 рублей. Ну, мы можем округлить, да, в принципе, 1500. Последующие будут немножко подороже. В принципе, первые 4 выпуска уже давно всем известны. Это будет ЧМС, ЧС-4 и паровоз. Не помню название. В общем, а дальше будем следить, что будет. Кстати, масштаб данных моделей составляет, стандартный железнодорожный масштаб 1 к 87. Итак, что здесь у нас? Первый серийный переменник. В общем, локомотив переменного тока. Соответственно, VL60K. Кстати, он катал не только, возил грузовые поезда, но также возил и пассажирские. Вот. Кстати, вот мы можем здесь его и видеть. Конструкции и показатели. Скорость 100 км в час, мощность 5400, масса 138 тонн. А масса модели составляет в районе 200 грамм. 187, по-моему, если я не ошибаюсь. Итак, в общем, здесь у нас идет... Ну, по сути, если хотите, ставьте на паузу, читайте. Кому интересно. Я сейчас читать все перечитывать не буду, потом обязательно все почитаю. Ну, так вообще, мне кажется, информация, да, очень интересная. Плакат получаем. Посмотрите, какой красивенький плакат. И открыточку. Открытка у нас размер стандартный, ну, как и есть. Кстати, номер 1. Здесь у нас можно ее отправить кому, куда. Ну, в общем, пожалуйста, марку лепим и отправляем кому-нибудь в подарок, если хотите. Но я оставлю себе. Так, вот он, плакат красивый. Здесь у нас берег, не знаю, то ли это Байкал, то ли Черное море. Непонятно. Но мне кажется, что это все-таки Байкал. Напишите свое мнение в комментариях, как вы думаете. Дальше переворачиваем. Смотрите, в кабине как все это выглядело. Ох, какая атмосферная фоточка, посмотрите. Прям так и хочется туда вот в данный момент попасть, не знаю. В общем, ну, в принципе, да, про кабину, про недостатки, вот, курьезы, смотрите, 60-ка, малыш, лохмашка, пишкотряс, так называли VL60. Видите, даже такие есть интересные детали в данном журнале. Теперь у нас про вокзал Слюдянка. И, скорее всего, да, вот это фото, это все-таки у нас не фото, а картинка, это Байкал, потому что Слюдянка у нас, в принципе, это Иркутская область, по-моему, правильно, если я не ошибаюсь, и как раз-таки на берегу Байкала. Переворачиваем дальше. А, и вот они, паровоз ОФ, он же Овечка, вот он будет. Вот они, модели в следующих номерах. И будет 50 выпусков. Высокая детализация, популярный ЖД-масштаб. Ну, в общем-то, по журналу пробежались, да? Переворачиваем. Здесь у нас вот рельсы можно будет получить со скидкой по подписке. Вот. Ну, в принципе, подписывайтесь без проблем. Ссылочка, как я сказал, будет в описании.
Так, поехали. Вот он. Вот он, наш красавец. Идет вот в таком вот блистере. Вот, кстати, группа ВК написана. Тоже ссылка на нее в описании. Ну что ж, никаких надписей здесь особо нету. Здесь у нас что? Модимил Кострома, соответственно. Здесь у нас бесплатная доставка. Я, кстати, оставлю еще свой промокод. Вы можете его использовать и получить скидку на первую покупку. Вот. В общем, все будет в описании. Модель в масштабе 1.87. Вложение в журнал «Наши поезда». Ну, давайте вскрывать. Давно я ждал эту модель. Открываем. Открываем дальше. В принципе, блистер похож на тот, который используется в наших автобусах. Вообще модель вот упакована, в принципе, по тому же смыслу, как и наши автобусы от компании Модимил. Вау, 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 какая классная модель получилась у компании Модимил. Мне вообще очень-очень нравится. Итак, давайте рассматривать. Передняя часть у нас выглядит вот таким вот образом. Дворники сделаны отдельным элементом. Смотрите, место машиниста и место помощника машиниста выделены коричневым цветом сиденья там. В общем, здорово, классно. Оптика пластиковая идет. Ну, соответственно, здесь ничего не светится, ничего по сути не работает, но данную модель вроде как можно обмоторить и сделать. Я думаю, что умельцы точно найдутся. Сцепки у нас идут вот в таком вот исполнении. Они, мне кажется, статичные. И подцепиться, ну, не знаю, можно, нельзя будет. Неподвижные. Так, здесь у нас идут шланги. Тележки. Посмотрите, какая детализация у тележек. Снизу модель. Сразу вот тележечку вам покажу. Кстати, здесь сказали, что размер осей 17,5 сантиметров. Соответственно, они не могут встать на рельсы в масштабе 1.87 от Пика и других производителей. Почему так сделано, сейчас я вам все расскажу чуть-чуть попозже. Так, моторный отсек сам у нас. Окошки тоже идут. И с этой стороны выглядит вот таким вот образом. Нету надписей, нету каких-то обозначений, номеров серийных. Сделано это для того, чтобы вы сами могли определить принадлежность своего электровоза к той железной дороге, которой хотите. Придется, да, заказывать декали, но мне кажется, могут появиться в продаже они и в компании Модимил, и поэтому, мне кажется, можно будет заказать у них и сделать то, что вам нужно. Токосъемники у нас неподвижные, в статичном положении находится у нас электровоз, соответственно. Прожектор также выполнен, кстати, из пластика. Вся вот эта верхняя надстройка, она, ребята, пластиковая. Корпус также идет из пластика. Аккуратные ручки находятся. Они вроде бы как выполнены, да, отдельным элементом, ребят. Вот эти не ручки, а поручни, правильно будет. Да, вот даже если так смотреть, то видно зазор между ними, между поручнями и самим локомотивом. Маленькие зеркальца присутствуют по бокам. И давайте вот так вам покажу еще раз. В общем, как разобрать эту модель? Я думаю, что здесь идет 4 винтика. Ну и сейчас сначала давайте поставим его на рельсы, ну а потом попробуем разобрать и заглянуть вовнутрь, что же находится внутри данного локомотива и возможно ли заменить вообще колесные пары, или может быть вообще не стоит. Так, колеса у нас подвижные идут. Ну что ж, есть у меня рельсы Пика G231.
Ну что ж, настало время поставить данный локомотив на рельсы. Погнали смотреть, как это будет все дело выглядеть. Сможет ли он вообще находиться на них или все-таки нет. Ну, в общем, смотрите, что у нас получается, а точнее не получается. Вот мы ставим колесные пары, так вот виднее просто будет, на рельсы. И, соответственно, у нас эта сторона встает. Прям видно же, да? А это, получается, выпирает. Получилось так из-за того, что производители компании Modemio решили соблюсти детальный размер и сделали именно под нашу колею. Вы знаете, что у нас в России, в странах СНГ, колея как бы больше, чем в Европе. И вот эти рельсы, которые продаются, они сделаны под европейский стандарт. Поэтому здесь размер 16,5, а у данного локомотива получилось 17,5. Заменить колесные пары, наверное, можно. Сейчас мы разберем данную модель, ну и посмотрим, что же произойдет. Давайте буду разбирать вместе с вами сразу, чтобы вы все видели, весь процесс, так сказать, как это все происходит. По-моему, здесь несущая идет рама, корпус отдельно. Сейчас все посмотрим, не знаю. Опа. О! А тут вообще ничего сложного нету. Вы посмотрите. Все, ребята. Ваша проблема, я так думаю, будет решена. Для тех, кто хочет заменить, вообще никаких проблем нету. Вообще нету проблем. Так что ничего вообще сложного нету. Понимаете? Мы вот эти колесики достаем, вот они прям легко в принципе ходят. Меняем и все. А может быть тоже у Modemio появится в наличии, да? И вы поменяете. Но в целом на рельсы поставить можно, если где-то статично, без проблем. Как бы можете поставить и как бы смотреться будет нормально. Никто же не будет у вас подходить на макете там или где-то на полке прям всматриваться в это все дело. В общем, все, сняли вот это. Теперь поехали дальше. Здесь идет винтик еще один. Откручиваем дальше. А вот этот винтик уже идет туго. Что-то не особо получается тут с той стороны открутить. Вон она ходит прям, видите, колесная пара. Оп, сняли. Кстати, можно и такие телеги где-нибудь найти сразу и поставить. Вот, тоже ничего сложного нет. Вот она металлическая. Нет, по-моему, пластиковая. Так, боюсь вот эту верхнюю часть сейчас я отломать. Сейчас поставлю на паузу, откручу вот этот винтик и будем дальше показывать. Ну что, могу сказать, на этом в принципе разборка закончилась, потому что делать дальше я не очень понимаю. Может быть, кто-то пойдет дальше. Я просто не хочу сломать данный локомотив. Смотрите, вот внутри здесь еще один винтик идет глубоко. Я попытался его открутить, ничего не произошло. С двух сторон они находятся. Вот. Ничего не произошло. Что они держат, не могу тоже понять. Но открутив их, эта площадка как стояла, так и стоит. Здесь, посмотрите, здесь идут как бы сцепки, внутрь заходят. Вот она. Здесь что-то держит, мне кажется. Что еще здесь может держать, не очень я понимаю. Поэтому, может быть, кто-то попытается, ну, не знаю, даже железнодорожный моделист как-то, может быть, он знает хитрость, как это дело достать. И я уже посмотрю у других. Здесь какие-то вот как замочки тоже типа того сделаны. Видите, под лестницей. Может быть, это просто выемка для лестницы. Ну, в общем, по сути, как поменять тележки, понятно. Как его обмоторивать дальше, что с ним делать, непонятно, не знаю я. Ну, это только потому, что я как бы боюсь его сломать. Смотрите, еще важная особенность. В общем, я поставил все-таки тележку на рельсы. По сути, там, видите, идет металлический штифт. Ось сама металлическая.
И, в общем-то, эти колесики сдвигаются. Просто их можно чуть-чуть сдвинуть, и по факту все встает. Поэтому можно и не менять. Вот. Все ездит, в принципе, без проблем. То есть немного сдвигаемых. Но это, конечно, сейчас просто, грубо говоря, на коленке. Если чуть посидеть, поработать, то вообще ничего сложного нет. Ну что же, собрал все на место. В общем, очень замечательный электровоз получился у компании Модемио. Мне прям вообще огонь зашел. Нравится. С тележками, видите, можете не переживать. Все как бы заменить можно. Ничего сложного. Единственное, они неподвижные. Ну, как бы имеют небольшой ход, но опять-таки это я здесь просто не затянул винтик. То есть здесь надо как бы кумекать, думать. Но в целом на рельсы поставить можно. Это самое главное. Как разобрать? Не знаю, но может быть посижу, подумаю и все-таки разберу. Может быть через крышу это делается. Видите, здесь как бы есть какие-то такие части. В общем, детализация вообще огонь. Супер. По поводу тюнинга, ну, какого-то запыления подумаю. Не знаю, попадутся, конечно же, декальчики, приклею обязательно. Ну, в общем, все увидите либо здесь, либо на втором канале, который называется Toy House Life. Ну все, всем всего хорошего. С вас лайкос, с меня видос. Всем пока и всем, конечно же, добра.